Хорошие родители прекрасно понимают, что нужно делать, когда их ребенок уже достаточно наигрался и из живого и веселого вдруг стал сердитым и плаксивым. Они знают, что это верный признак того, что пришла пора уложить малыша немного вздремнуть. Ведь его мозгу необходимо анализировать, обрабатывать и разделять весь тот сумбур переживаний, которые он получал довольно длительное время. Потому как только его кладут в кроватку рядом с мягкими игрушками, он очень быстро успокаивается и засыпает. Пусть даже на какой-то час, чтобы потом проснуться и снова быть живым и активным, познавая этот прекрасный мир. Очень жаль, что, вырастая, мы забываем об этой своей детской особенности. Посмотрите, чем заполнены наши дни. После 8 часов напряженной работы мы еще встречаемся с друзьями, либо смотрим весь вечер передачи и фильмы по телевизору, или листаем новостную ленту, заставляя свой мозг продолжать обрабатывать информацию. Мы плотно ужинаем после 8 часов вечера, пьем кофе, и хорошо, если ложимся спать хотя бы до 12 ночи. А потом удивляемся, почему наша жизнь такая беспокойная, или почему мы так близки к нервному срыву. Мы отказываемся серьезно относиться к своему здоровью, считая, что мы еще слишком молоды, и нам рано о таком думать. И мы не понимаем, что наша тревожность является на самом деле яростной мольбой организма перестать подвергать себя постоянной изнурительной стимуляции. Что же нам следует сделать, чтобы упростить свою жизнь? В теории иметь много друзей, знакомых, коллег по работе и постоянно находиться в окружении множества людей звучит здорово. Но с психологической точки зрения это очень утомительно и довольно опасно. Нам жизненно необходимо иногда побыть в полном одиночестве и сосредоточиться внутри себя, на своих мыслях, чтобы потом не страдать от бессонницы и тревог. Как говорил Ницше, люди делятся на две группы – рабы и свободные люди. Кто не владеет хотя бы 2/3 своего дня, тот раб, кем бы он ни был – ученым, государственным служащим, бизнесменом или чиновником. Признайте, наконец, что вы не можете быть во всем одинаково эффективным. Успешно справляться в течение дня с управлением компанией, а затем переключиться вечером на такое же безупречное ведение домашних дел. Приготовить ужин как лучший шеф-повар, выучить все уроки с детьми, заменить все сгоревшие лампочки. Такой распорядок в конечном итоге приведет лишь к сбою в системе вашего организма. Выберите одно, самое важное дело в день, которое вы сделаете идеально, и можете позволить себе быть более посредственным во всем остальном. Нам необходимо хорошо высыпаться. Отведите минимум 7 часов на сон. Если для вас это будет много, вы всегда сможете встать раньше и более продуктивно начать свой день, заняться утренней гимнастикой, прогуляться по парку перед работой и насладиться тишиной мира без людей, начать, наконец, писать книгу, которую вы долгое время откладывали, потому что по вечерам нет времени, чтобы этим заняться. Если вы хорошо не высыпаетесь, то в любом случае вы будете испытывать злость, усталость, раздражение, стресс и весь остальной букет негативных чувств. И не нужно искать им какое-то другое разумное объяснение. Потому, прежде чем разводиться, переквалифицироваться в совершенно другую профессию или переезжать в другую страну, попробуйте для начала просто хорошенько отдохнуть. Вы замечали, сколько раз за день проверяете свой телефон? А ведь от того, куда расходуется внимание, напрямую зависит наше психическое здоровье.
На протяжении почти всей истории человечества не существовало такого понятия, как слишком много новостей. Информация из политических кругов, и в особенности из зарубежных стран, была редкой, ценной и очень дорогой. Государства нанимали лазутчиков, гонцов, отправляли делегации с дарами, чтобы добыть хотя бы крупицу сведений. Но с середины 20 века люди превратили новости в товар, который постоянно покупается и продается. И в процессе он стал серьезной угрозой для нашей психики. Каждый день, каждую минуту мы наполняем свой разум катастрофами, подвигами, переворотами, амбициями, триумфами, безумием и катаклизмами совершенно незнакомых людей на нашей огромной планете, где постоянно что-то происходит. Информационные агентства, не переставая, говорят о том, что нам нужно или не нужно знать, и без чего мы не сможем прожить, если не узнаем прямо сейчас. Но то, что они упускают, что нам все сложнее удается не знать и не интересоваться, потому что мы ничего не можем изменить, потому что истории, которые нам рассказывают, слишком жестокие, удручающие и грустные, а наш разум хрупок. Потому что нам нужно заботиться о своей собственной жизни, а не страдать из-за рассказов о жизнях других людей, которые в конечном счете столь же далеки от нас, как придворные египетского фараона Снофру в 2613 году до нашей эры. Бессонница и беспокойство – это месть нашего разума за все те мысли, которых мы сознательно избегаем в течение дня. Чтобы хорошо отдыхать, лучше выделите немного времени для того, чтобы просто полежать в постели с блокнотом и ручкой и подумать, что меня беспокоит, кто причинил мне боль, что я хочу исправить и как. Регулярно проводите такое исследование о самом себе, и вы заметите, как быстро ваши тревоги уменьшатся, а сон станет более глубоким и спокойным. Конечно, мы все хотим быть выдающимися, известными во всем мире личностями. Но иногда гораздо важнее оставаться просто добрым и здравомыслящим человеком. Ведь почти все, кто стремился к завоеванию мира, в конце концов страдали от одиночества и жили не очень долго. Это не значит, что мы должны забыть о своих амбициях и отступить. Но нам следует задуматься, к какой награде мы в конце концов стремимся, и стоит ли эта награда наших усилий и времени. Спокойная жизнь – это не обязательно слабость или бегство от возможностей. Иногда это высшая мудрость в понимании того, что можно быть счастливым даже без всеобщего внимания, вдали от больших городов и маниакальной бессонной гонки в среде постоянной конкуренции. Ведь возбуждение и удовольствие от этой гонки всегда временное, а пропасть, которая на нас подталкивает, зачастую неизбежна, потому что жизнь в постоянном стрессе убивает рано. Так что для того, чтобы упростить свою жизнь и тем самым избавиться от стресса, вам не нужны планы, распорядки, дополнительные курсы по тайм-менеджменту и эффективности. Все, что вам нужно, это чаще позволять себе отдыхать и немного больше спать.